они могут проникнуть в сердце мужчины. Тебя выбрали. Есть уже все, абсолютно все для того, чтобы... Добрый день, друзья, с вами Александр Ковальчук. Совсем недавно я снимал видео о мужской проблеме развода. Там мы затронули очень глубокие вещи, но сегодня я намерен пойти еще дальше. Обращается ко мне мужчина, и у него проблемы в отношениях. Я не могу уйти от своей жены, и я отчетливо умом понимаю, что нам было бы лучше расстаться, но я жду подходящего случая. Этот же мужчина может говорить о другой своей проблеме. Я вот на работе своей работаю, я ее терпеть не могу, но здесь какая-то стабильная плата есть, какая-то предсказуемость. У меня такие планы, у меня такие идеи есть, но я их реализовывать не считаю, что я готов. Нужно еще там подучиться чему-то, нужно еще к этому прийти, заручиться поддержкой. В общем, ситуация неподходящая. И когда вот мужчина заявляет эти разные проблемы, что в этом есть общего? Когда мужчина по жизни привык ждать каких-то благоприятных внешних обстоятельств и при этом иметь готовность терпеть, нести какой-то ущерб, переживать, жить в каком-то стрессе, то вот это и есть его главная определяющая стратегия, которая будет проявляться абсолютно во всех аспектах его жизни. Мужчина, который не может уйти от женщины, которая его тяготит, и он прикрывается какими-то моральными такими намерениями благочестивыми, там, поддержать ее, там, позаботиться о ней в ущерб себе, да и в ущерб ей, я более подробно об этом уже говорил, в другом видео, ссылочка, кстати, в описании есть, то он на самом деле отрабатывает свой внутренний страх, довериться людям, довериться жизни, довериться самому себе, поверить в свои силы, в свои возможности. Он направлен на то, чтобы выживать, а не жить, какой-то жизненный процесс контролировать. Пусть это будет очень ограниченная какая-то жизнь, пусть это будет не очень-то и интересная жизнь, но там должно быть все под контролем, предсказуемо. И поэтому этот мужчина, как в отношениях, будет стараться удержать статус-кво, в котором все страдают, так и на работе он будет держаться за какую-то ненавистную работу, но он будет руководствоваться скорее каким-то рационализмом в том, что здесь-то хоть что-то у меня будет, а вот там, на новом месте, там открывается страшная неизвестность, я выхожу из зоны своего комфорта, я не защищен, я оголен, я уязвим, я боюсь туда идти. Когда человек привык жить откладыванием, например, вот что-то такое произойдет, и тогда я буду счастлив. Вот что-то произойдет, и тогда я буду богат. Что-то произойдет, и тогда я буду успешен. Он живет в этом процессе, не желая на самом деле выходить из этого процесса. Ему не нужен результат. Этот процесс и есть вся его жизнь. Он в нем черпает свою какую-то безопасность. На самом деле он не хочет, чтобы этот процесс завершился. Он боится достижения своей цели. Например, когда он зарабатывает какие-то деньги, стабильно, но немножко, по чуть-чуть, на жизнь хватает. Свожу концы с концами. Но при этом какая-то есть надежда. Вот заработаю много денег, как-то вот я когда прокачаюсь, получу какой-то опыт новый, какие-то знания, вот тогда у меня будет много денег. А пока не время, так как есть, так и хорошо. А тут эти деньги появляются сразу, вне его сценария. Они этот сценарий его разрушают. То есть получается, что ему теперь нужно что-то делать, другое, соответствовать той сумме, которая у него появилась. То есть нужно теперь выходить из своего такого сумрака комфортного, выходить из своих каких-то комфортных, токсичных условий, в которых он, в принципе, привык прозябать. И у него появляются новые возможности, но при этом новая ответственность. А как я буду этим распоряжаться? Я же не знаю, куда это вложить, я же не знаю, как этим пользоваться. Вдруг кто-то захочет у меня это отобрать, вдруг какая-то налоговая придет, вдруг что-то такое, ужас, я это не хочу, хотя, казалось бы, я к этому стремился. То же самое в отношениях. Когда мужчина хочет, чтобы женщина начала его уважать, когда он стремится к тому, чтобы она была довольна им, когда она будет просто любить его по-настоящему. Да, он к этому как будто бы стремится, но если эта женщина станет такой, у него тут же возникает внутренний страх, что я же должен и вести себя соответственно, должен где-то проявляться шире, больше, допустим, денег в семью приносить, как-то семью лучше обустраивать, а это какие-то, опять же, вызовы, какие-то непривычные ситуации, которые мне нужно будет решать, а я же их
боюсь решать, я же в себе не уверен. И здесь тоже включается задняя скорость, и мужчина как будто бы стремится к чему-то, но он привык жить в этом постоянном процессе. Иногда появляются, конечно, такие выводящие из сумрака триггеры. Например, есть тоже у меня серия видео «Роковая женщина», «Роковая любовь». Вдруг кто-то пробил его оборону, попал в то внутреннее живое, которое, так знаете, законсервировано вот этими всеми страхами. И какая-то женщина имеет такое свойство, да, они могут проникнуть в сердце мужчины в самый неожиданный момент, и вот она туда попадает, и он чувствует, что вот он на грани какого-то такого самораскрытия, но при этом зависает между тем, чтобы как-то свою судьбу изменить, пойти на какое-то счастье, которое ему сулит эта женщина, или пойти на какое-то богатство, там, которое вот перед ним раскрывается, вот возможность, возьми только кнопочку, нажми, да, например, собеседование, говорит, тебя выбрали на какую-то очень высокую позицию, руководящую, например, да, но это же ответственность, я вдруг не справлюсь, а вдруг что, это все, я сам себе не принадлежу, здесь ситуацию не контролирую, нет, нет, нет. И вот эта грань зависания мужчины заставляет его по-настоящему переживать, но он по привычке, по своей ошибке, к сожалению, часто все сводит к какой-то локализации проблемы. Вот сейчас я решу эту проблемку маленькую, и хорошо. Но поймите, в этом лесу, значит, за деревом дерево, за деревом дерево. Ну, вы можете, конечно, идти по такой стезе, по такой тропинке в чаще, но можете посмотреть все-таки внутрь себя и понять, ну а в чем же я себя на самом деле ограничиваю? Ведь у меня на самом деле есть уже все, абсолютно все для того, чтобы двигаться дальше, развиваться по жизни. Может быть, новые отношения, может быть, новая работа, может быть, какие-то совершенно неожиданные там ситуации, решения моей жизни. Как помню, с одним мужчиной мы работали, он в коммерческой организации занимал высокий пост, там были деньги, известность, все было. Но он был несчастен реально. Вот, понимаете, вот приходит и говорит, ну, Александр, все у меня есть, и жена, и семья, вообще все замечательно. Ну, как бы это не мое. Но мы с ним работали, вот скажу так вкратце, да, что в результате он открыл свой театр. Потому что у него была такая склонность, наклонность, талант к этому, желание. И он, когда вот человек себя находит, это очень важно, да, свое дело, свой интерес какой-то. Цветок прививает асфальт, когда ты можешь выйти из этого кокона, доверяйте своему интересу, понимайте себя, посмотрите, что у вас такого подавленного по жизни происходит, где-то вы это подавляете, может быть, неосознанно, где-то вы какие-то всплески этого когда-то чувствовали, вот прямо вы чувствовали себя живым, а потом как-то это забылось. Вот выход из этого лабиринта, он не в том, чтобы решать ваши эти вот проблемы, которые вот локально возникают, которые на самом деле являются лишь верхушками айсберга, и решая эти проблемы, вы себя, в принципе, никуда не продвигаете, вы остаетесь на месте. Но когда вы начинаете понимать, что есть что-то, как знаете, в песне «Но далеко в небе звезда зовет меня в путь», для мужчин это очень важно, такая целеустремленность, какая-то идея, какая-то одержимость чем-то. Когда, это может быть пугать поначалу, но если вы вот к этому в себе прислушаетесь, присмотритесь, доверитесь этому и начнете в эту сторону действовать, то вы будете замечать странные и очень неожиданные вещи, когда вдруг появляются люди, которые вам помогают в этом, вдруг какие-то обстоятельства складываются, которые сопутствуют вашему этому пути, вашему интересу. Вам начинают как-то вести, хотя, казалось бы, не было никаких таких оснований, почему вдруг вот это такая мне везение идет, пруха идет. Да все это потому, что это ваше дело. Когда ты идешь своей дорогой, тебе помогает все и все, Бог тебе помогает. Посмотрите за горизонт вот этой проблемы, этого зависания. Посмотрите в глубину, в корни посмотрите. А почему я по жизни все время вот и в другой ситуации что-то такое похожее было у меня. Вот и где-то еще раньше было такое. А может быть, я вспомню это в детстве, где-то проявлялось. Вы сможете прямо раскопать всю иерархию вот этого всего и увидеть такую простую схемку. Она очень примитивна, она часто детская. И она забытая давно уже, но она продолжает работать, действовать. И вы невольно ее обслуживаете. Вы обслуживаете те страхи, которые давно не актуальны. Вы обслуживаете те какие-то тревоги, которые были актуальны, может быть, для ребенка, но которые абсолютно не актуальны уже для вас, взрослого человека. Вы привыкли чувствовать себя слабым,
Потому что, когда я слабый, когда я жертва, я всегда получаю какую-то поддержку, понимание, где-то жаление себя, где-то такие же, как я, слабые люди, да, они тоже меня поддерживают. Вот это все, но на самом деле это вас ограничивает. На самом деле, может быть, вам пора уже посмотреть дальше этого и решиться на что-то, может быть, неожиданное в своей жизни. Знаете, есть мотивация от и мотивация к. Часто вот мужчины, которые зависают, они живут в мотивации от. Вот когда что-то такое произойдет, что не оставит мне шансов удерживаться в этом. Например, если я не могу уйти от жены, с которой у меня плохие, ужасные отношения, то я подожду, пока она сама меня не выгонит, да, когда она прямо уж до такой степени потеряет свой страх и стыд, что она просто меня выкинет, и тогда я вздохну с облегчением, как будто бы это я что такое сделал. Но это не сделали не вы. И вот эта мотивация от, она часто выстреливает в вас, но вы оказываетесь в неуправляемом полете, и непонятно, где вы приземлитесь из этого полета. Понимаете, когда вы, напротив, смотрите на мотивацию к, то есть вы ищете, что вам в жизни важно, интересно, просто интересно, где откликается, то вы простраиваете подсознательно какой-то свой путь, свой трек к этому интересу, к этой цели своей. И дальше вот по этой дороге уже выстроена вся инфраструктура, которая будет вас поддерживать. Понимаете? Она там всегда была, просто вы в ту сторону не смотрели. Я прошу вас написать свои комментарии. Может быть, вы где-то вот это уже понимаете, где-то чувствуете. Может быть, вы этот путь уже проходите или прошли. Или, может быть, вы не знали, что это так. Также буду рад вашим вопросам, на которые обязательно отвечу. С вами был Александр Ковальчук. До новых встреч.